Мы будем ставить 3 варианта рисовой браги. Осахаривание с помощью дрожжей коджи. Узнаем, какой вариант из этих 3 выдает наибольший выход. Нам нужно этих дрожжей 320 грамм. Готово. Все, добавим в куб 40 килограмм риса. И будем его разваривать. Вернее, мы разваривать не будем. Мы при 75 градусах добавим туда первый фермент, я покажу. И будем он работать до 95 градусов. И будем в районе 90-92 градуса распаривать минут 20. Этого достаточно, потому что рис мелко помолот. И будем охлаждать. Мелкая фракция, как сахарный песок, такого плана. Ох, и надегустируются мои друзья. Они не будут видеть, только я буду знать, где какой рисовый самогон. А они скажут, какой вкусней. А по выходу я сориентируюсь. Так что такие дела, народ. Давайте попробуем бочку сразу перевернуть. Ой, тяжелая. Идея была так себе. Но так быстрее. Все в рисе. Ну мы это вытрем, зато быстренько пересыпали. Греем до 75 градусов и будем добавлять туда ферменты. Все, готово. Флейту нашу с прошлой перегонки я не снимал. Она у нас сейчас работает как утилизатор пара. То есть, чтобы не было здесь паровой бани, сейчас будем разогревать. Весь пар здесь утилизируется и спустится. Итак, народ, у нас температура в кубе 75 градусов. Самое время добавлять первый фермент. Называется он Амилолюкс. Это альфа-амилаза. Он работает, конкретно вот этот, работает с 75 до 95 градусов очень активно. Мы сейчас добавим, он разжижит наше сусло очень сильно. Ну и дальше покажу. Добавляем по 1 миллиграмму на килограмм сырья, то есть 40 миллиграмм, 2 шприца. Добавляем первые 20 миллиграмм, просто выливаем сюда и все. Набираем еще 20 миллиграмм. Готово. Итак, прогреваем нашу брашку, нашу кашу рисовую до 90 градусов. Продержим минут 20, разварится и будем охлаждать до 65 градусов и добавлять второй фермент. Народ, наш рис разварился, там практически однородная уже каша идет. Ну она жиденькая, фермент сделал свое дело. Выключаем нагрев, охлаждаем до 65 градусов и будем вносить второй фермент. Итак, выключили мы нагрев. Сейчас спускаем в рубашку холодную воду. Подадим в рубашку холодненькую воду. И пусть охлаждается до 65 градусов наше сусло. Как только охладится, мы добавим туда второй фермент. Покажу. Итак, народ, у нас в кубе температура 63,9-64 градуса. Выключили подачу воды, пора добавлять второй фермент. Это у нас глюколюкс, бета-амилаза по факту. Добавляем ее тоже 40 мл. Наполняем шприц. И просто выливаем ее в нашу кашу, в наше сусло. И еще один такой же шприц добавляем. 40 мл готово. Вот этот фермент работает при температуре от 55 до 65 градусов, активнее всего. И он разробит весь наш крахмал, превратит в сахара. И утром мы оставим это на ночь осахариваться. Утром мы охладим до 30 градусов и добавим сюда дрожжи. Мы вот в эту бочку это завтра перельем. А здесь уже будем завтра варить рис на солоде. То есть классическую схему европейскую.
Итак, друзья, у нас прошла ночь, значит, всю ночь оно осахаривалось, наше сусло, 50 градусов в кубе. Давайте откроем, посмотрим, что здесь происходит. Дробина вся внизу, наверху, насколько это возможно, при рисовом самогоне, при рисовой брашке, прозрачная водичка относительно. Сейчас это будем переливать вот в эту подготовленную бочку, а вечером буду ставить после работы затор на солоде. Наша брага на ферментах переливается, рисовая брага переливается из куба в бочку. Значит, сейчас перельем, помоем куб и будем ставить третий вариант браги, третий затор на солоде, рисовый тоже затор. Пены очень много. Ну, ничего страшного, зададим пеногаситель и все, дело. Вечер второго дня, значит, смотрите, на кодзе у нас бродит бочка, на ферментах вторая бочка стоит. Воду мы разогрели для третьего затора на солоде. Мы сейчас засыпем туда рис, подогреем до 90 градусов. Когда будет градусов 75, зададим грамм 300 солода ячменного. Ржаной солод мы сюда добавлять не будем, у него очень яркий вкус. Он перебивает все, чтобы не портить вкус, не то что не портить, чтобы не менялся вкус рисовой водки. И потом будем охлаждать до 65 и засыпать. В общем, технология в принципе такая же. Засыпаем при 65 градусах солод весь оставшийся и оставляем осахариваться до утра. Утром зададим сюда дрожжи. Третий затор у нас будет бродить прямо в кубе. И мы его перегонять первым будем. Ну, как отбродит, перегоним его первым. Потом на ферментах кодзи будет самый последний, потому что они не дольше всех бродят. Сейчас взвесим 10 килограмм солода. Я пользуюсь солодами Castle Malting. Рекомендую, это не реклама. Ну, просто хороший солод. Бельгийский солод, обычный пилснер, светлый ячменный солод. Сейчас 10 килограмм мы раздробим. При 75 градусах добавим 300 грамм туда. Ну, там пару жменек. 300 грамм на глаз. И остальное будем задавать, когда уже охладим до 65. Ну, проварим рис, охладим, зададим. У нас есть пока минутка. Ребят, я хотел, значит, выложить подробную калькуляцию бурбона в этом ролике, но он очень длинный получается. У нас сразу 3 варки, там вообще безразмерно его делать смысла нету. Либо сделаем отдельным роликом вместе с рисом калькуляцию, прям ролик про калькуляцию, да, про стоимость самогона. Либо во время дегустации рисовой водки мы сделаем калькуляцию и того, и расскажем. Обязательно вам расскажу, я не забыл, обещал, сдержу свое слово. Ребят, температура подошла у нас 73,5, ну там 75 градусов практически, да. Мы сейчас засыпем немножко солода, чтобы сильно не загустел наш рис. Вот буквально чуть-чуть, лопаточку. Там начнет работать фермент, про который я рассказывал чуть раньше в ролике, альфа-амилаза. И он разжижит наше сусло. Ну и все, а потом охладим, когда до 65, зададим оставшийся солод сюда. Оставим до утра осахариваться, утром зададим сюда дрожжи. Я думаю, это уже смысла нет показывать, технология вся та же самая. И вернемся к вам уже, когда будем перегонять это все дело. Выпустим лишний пар. Ой! Привет, народ! У нас идет 3-й день брожения. Ну, на кодзе идет, получается, 4-й день. А вот это у нас 3-й день брожения идет. Ну, все 3 гидрозатвора бурлят. Кодзи уже выдыхаются потихоньку. Давайте посмотрим, что у нас тут происходит. Ну, раздробленный рис. Кодзи отбродят очень быстро, походу. Первый раз дробил для кодзи рис. Ой, посмотрите. Сейчас включим мешалочку. Я думаю, пару дней на сахар сейчас попробую по плотности, что у нас там происходит. Было 18. И на ферментах 18 было.
И на солоде, и на ферментах было 18. Плотность была. Ну, на коде, естественно, я замерить не мог, потому что просто рис мы туда засыпали и все. Сейчас посмотрим, сколько по плотности. Я думаю, пару дней будем перегонять уже. О, на коде сейчас будет красиво. Смотри сейчас. Ну, помешать надо коде, а потом этот. Вот тут смотри, как оно бродит. Очень активно бродит. Ого. Оно уже все выдыхается. Вчера бурлило, бродило, ну, там в 2 раза сильнее, наверное.